Удар по ТЭС. Захватчики пытаются лишить украинцев тепла. Путин провел день рождения в необычной компании и в необычном месте. Причем тут Гитлер? Аномальные цифры. Аналитики рассказали, что не так со статистикой потерь в российской армии. 8-е американское предупреждение. Слышат ли Трампа в Кремле? Массовая эвакуация на Урале. Ждали дронов или чего-то потяжелее? Нападение на кортеж президента. Кто стрелял в главу государства? Ограничение доступа к соцсетям. Теперь об этом говорят и в Европе. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Агрессор продолжает бить по украинской энергетике. В ночь на среду российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. 2 работников получили ранения, а оборудование ТЭС серьезно повреждено. Всего Россия осуществила более 200 обстрелов украинских ТЭС с начала полномасштабного вторжения. Нанесли захватчики и новый удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. Без электричества в результате остались 4500 абонентов. Путин назвал войну с Украиной правильной и своевременной. В ходе совещания с руководством Министерства обороны и Генерального штаба, командующими группировками войск, инициатор войны похвалился результатами. В этом году нами освобождено почти 5000 квадратных километров территории, 4900 и 212 населенных пунктов. Правда, российский главнокомандующий забыл добавить, что это всего 0,8% территории Украины, и что, продвигаясь такими темпами, Россия должна бы воевать еще около 100 лет. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации. Хотя, если судить по выражениям лиц собравшихся, никакой уверенности в этом у них нет. А бумажный тигр, снова ухватившись за стол, долго запинался, формулируя следующие цели. Уважаемые товарищи, наша общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Самое интересное, что Путин впервые встретил день рождения в окружении генералов. Кстати, помнится, один главнокомандующий тоже встречал свой день рождения в кругу генералов, но это был его последний день рождения. Когда-то Путин в такие дни отлучался в тайгу с прежним министром обороны, но теперь не до рыбалки и грибов. Состав совещания тоже был необычным. По просьбе диктатора к нему присоединился шеф ФСБ Бортников. Возможно, присутствие главного чекиста должно было намекнуть военачальникам, в казематах какого ведомства они могут оказаться в случае дальнейшего отсутствия успехов. Да и место, в котором началась встреча военной верхушки, рядовым не назовешь. Это Петропавловский собор, где покоится прах представителей династии Романовых. Я решил встречу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию. Думаю, что это и вам будет тоже приятно и интересно. Похоже, Путину осталось надеяться только на мощи. Как думаете, чьи мощи могли бы спасти Россию? Пишите в комментариях. Россия несет аномальные потери на украинских фронтах. Аналитики Американского института изучения войны отмечают, стандартное соотношение убитых к раненым в военных конфликтах – это 1 к 3. У россиян же с января по август текущего года это соотношение выглядит как 1 к 1,3. То есть каждый 3-й раненый не доживает до эвакуации. По данным украинского проекта «Хочу жить», опубликованным на днях, всего только в этом году армия агрессора потеряла более 280 тысяч военных, из них убитыми почти 87 тысяч, а ранеными около 159. В Институте изучения войны объясняют такую катастрофическую динамику сразу несколькими факторами. Это активное применение украинских дронов, которые создают килл-зоны и блокируют эвакуацию раненых. Кроме того, плохая тактическая медицинская подготовка российских войск и системные ошибки в организации лечения и вывоза раненых. Больше всего потерь российская армия понесла на Покровском, Купянском и
и Лиманском направлениях. На центральную группировку приходится около 34% всех потерь. Несмотря на это, российские войска так и не захватили Покровск, Мирноград, Новопавловку и Дружковку, напоминают аналитики. Ситуация показывает, что наступательная способность российских войск критически ограничена. Их каждая попытка продвинуться оборачивается катастрофой по числу погибших. Дональд Трамп снова выразил свое разочарование действиями Владимира Путина. По подсчетам журналистов, эту фразу президент произнес уже в 8-й раз. Во время встречи с премьер-министром Канады в Белом доме американский лидер отметил, что завершение войны России против Украины может оказаться сложнее, чем заключение мирного соглашения на Ближнем Востоке, где, по его словам, сделка почти готова. Это безумие, просто безумие. Я думал, что это будет одним из самых простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным, и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем. Первый раз президент США публично сказал, что разочаровался в Путине еще 1 июля после телефонного разговора с московским коллегой. С тех пор Трамп повторял это заявление несколько раз, но каждый раз риторика становилась все более жесткой. Хозяин Белого дома недавно нелестно отозвался о состоянии российской экономики, а Путина назвал бумажным тигром. Также Трамп накануне заявил, что почти принял решение о предоставлении Киеву дальнобойных ракет «Томагавк». Похоже, Путин этих намеков не понимает и садиться за стол переговоров с Киевом не желает. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников нескольких оборонных заводов на фоне угрозы атак беспилотников. По данным местных СМИ, мероприятие провели на машиностроительном заводе имени Калинина, Уральском заводе гражданской авиации и Уралтрансмаше. Часть сотрудников направили в укрытие на пару часов, после чего предприятия продолжили работу. На заводе имени Калинина первую смену распустили по домам. Одновременно в Екатеринбурге начались перебои с мобильным интернетом. Оператор «Мотив» сообщил, что получил предписание ограничить доступ в сеть из-за угрозы дронов. В Минобороны Российской Федерации утверждают, что за ночь сбито 53 украинских БПЛА, однако над Свердловской областью их не наблюдали. Ранее Екатеринбург не подвергался реальным атакам украинских дронов. Теперь опасения вызывают события в Тюмени, где недавно 3 дрона достигли НПЗ и упали на территории завода. Расстояние от границы Украины до Тюмени около 2000 километров, а до Екатеринбурга примерно 1700 километров, а это значит, что теперь военные объекты города в зоне досягаемости. Поздно вечером в районе Уральского турбинного завода произошел масштабный пожар. ЧП охватило 900 квадратных метров. Причины возгорания не сообщаются, но известно, что предприятие производит продукцию как для гражданских нужд, так и для военного назначения. В России обнаружили новую дыру в бюджете. На этот раз речь о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования. В текущем году на выплаты 40 миллионам пенсионеров не хватит почти 800 миллиардов рублей. Это следует из материалов к закону о бюджете, который находится на рассмотрении Госдумы. Собственные доходы фонда выросли на 12% и составят 12 триллионов рублей, но это покрывает лишь 70% нужд на пенсии и пособия. Разницу должен закрывать федеральный бюджет, который сам трещит по швам. Нефтегазовые доходы упали почти на 20%, а дефицит к концу года превысит план почти в 5 раз и достигнет почти 6 триллионов рублей. В результате ежегодный трансфер из казны в соцфонд в этом году будет урезан на треть. В общем, как говорил один известный персонаж, держитесь там. Все деньги, товарищи пенсионеры, ушли на войну. Дерзкое нападение на кортеж президента. В Эквадоре произошла атака на руководителя государства и его свиту. Инцидент случился в провинции Каньяр, когда глава государства направлялся на открытие новых очистных сооружений. Сопровождавшая президента министр окружающей среды рассказала, что на кортеж вышли около 500 агрессивно настроенных людей, которые бросали камни. На президентском автомобиле также остались следы от пуль. Это не останется безнаказанным. Полиция арестовала 5 человек, и им будет предъявлено обвинение в терроризме. Мы этого не допустим. Эквадор говорит «да» миру, «да» работе. Подобные демонстрации, которые не являются мирными, это не то, что нам нужно во времена прогресса и развития. Пресс-служба президента опубликовала фото поврежденного автомобиля и видео нападения, снятое из салона другого автомобиля в кортеже. Это уже не первое нападение на Даниэля Нобоа. В конце сентября его кортеж
кортеж уже забрасывали камнями. Акции протеста вспыхнули после того, как власти отказались субсидировать дизтопливо. Правительство считает, что за беспорядками стоят местные наркокартели, с которыми президент вступил в схватку еще в начале 2024 года. Дания решила действовать радикально. Премьер-министр Метте Фредериксен объявила, социальные сети для детей младше 15 лет будут запрещены. Мы выпустили на волю монстра. Никогда раньше так много детей и подростков не страдали от тревоги и депрессии. Во время выступления в парламенте глава правительства заявила, что смартфоны и соцсети буквально воруют детство. По словам Фредериксен, цифровой мир мешает детям учиться и концентрироваться, а на экранах они видят то, что ни один ребенок видеть не должен. Родители смогут дать разрешение пользоваться соцсетями с 13 лет, но для остальных доступ будет закрыт. Статистика подтверждает тревожную картину. 60% детей почти не встречаются с друзьями в реальной жизни, а 94% семиклассников имеют профили в соцсетях. Ожидается, что запрет вступит в силу уже в 2026 году. В июне Эммануэль Макрон пообещал ввести такую же меру во Франции, если ЕС не примет общих правил. Австралия закрыла соцсети для всех детей до 16 лет уже почти год назад, ссылаясь на угрозу психическому здоровью. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.